Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии, за теплые слова, за то, что делитесь своим сокровенным. Спасибо! Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы, только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Для кого ты как магнит? Кого и какие энергии ты притягиваешь на данный момент? Вот сегодня. Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Выскочила у меня тут какая-то балерина, красотка. Красотка. Стоит на планках и пытается удержать равновесие. До конца не определились, вы к умным или красивым. Вы и к умным, и красивым. Так, интересно, чего равновесие ваше касается? В чем это вы пытаетесь? Ага, ведающая, обладающая тайными знаниями ведьмочка, да? Психологией увлекаетесь, таро расклады, да, смотрите. Интересно, все-таки боитесь, хотелось такой юмор черный, боитесь стать или превратиться в отбитую эзотеричку, да, оторваться от реальности. Ой, связь с реальностью потерять. Так, ладно. Это было лирическое отступление. Начинаем, девочки. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, ё-моё. Что это у нас? Ядовитая, токсичная. Сейчас будем уточнять, чего это касается. Или это ваше окружение на данный момент. Бог ты мой, какие карты. Что это вам сердечко разбили? Я даже не могу сказать, что это тут мужчина разбил. Люди-человеки какие-то вам разбили. Так, о чем это? Какая девочка пришла на расклад? Так, вот это тут показано какая-то токсичность, ядовитость. Вот хитрые лисы вокруг вас какие-то круги наворачивают. Так, токсично. Это о чем? Ух ты, ё-моё. У кого-то тут в семье нервомоты, да? Люди, которые портят вам жизнь даже, можно сказать. В семье, как правило, ты хотел бы возвращаться в дом с семьей своей, под крышей этого дома. Находясь, хотелось бы, наоборот, энергией напитываться, подпитываться позитивом, да, поддержкой. А тут показано почему-то, как бы семья токсична. Может быть, кто-то сейчас зол и выясняет отношения с вами. У кого-то какие-то претензии, может быть, какие-то тут манипуляции. Это все сюда. Семья, это может быть прям ваш там самый ближайший там супруг, детки. Тут тоже не исключаем. У кого-то это мамы, папы, родня. В чем это? Ну, опять мне сердце разбито. Тут сердце разбито. Может быть, вы слишком близко воспринимаете, ну, знаете, какие-то размолвки или проявления кого бы то ни было. Или, знаете, тоже такая ситуация может быть, когда чужие люди ведут себя по-хамски как-то, ну, эти рамочки, границы ваши нарушают. Вы можете послать в эротические дали и вычеркнуть этого человека из своей жизни и не общаться. А когда это позволяет себе близкий, родной, тут уже нюансы, да. Ну, почему-то мне показано, как будто бы то ли ваше состояние эмоциональное, вот именно в семье на данный момент, оно какое-то неустойчивое. Видите, по этой карте тут изображена женщина, хорошая, красивая барышня, сидит на жердочке, в любой момент вот эти вороны какие-то, которые вокруг нее токсичненько, взлетят, улетят, и потом где-то приземлятся, и все будет хорошо. То есть для них какой-то, вот, может быть, для вашего окружения, это привычный, может быть, образ, ну, не знаю, мышления, взаимоотношения там как-то выстраивают они вот так вот, может быть, проявления какие-то токсичные. А вам в этом плохо.
вам в этом ужасно плохо. Тут карта боли. У кого-то прям эта душевная боль проживается как физическая. Карта у меня тут перевернулась. Вот род, семья, и там крест. Где-то вы говорите, ну, как будто бы слишком много уже, ой, с одной стороны, вложено сил эмоций, а с другой стороны, уже как сформированное. Вот вы уже принимаете это как должное, даже кто-то. Будто бы, а как я могу? Как я по-другому могу? Хотя знаете, что можете по-другому, но почему-то это для вас это, ну, не шанс. Вы не хотите так по-другому себя вести. Не знаю. То ли осознанно вы закрываете глазки на такие проявления. Так, социум. Подарочек. Луна. А у кого-то просто элементарно, мне кажется, сил нет уже. Энергии особо нет бороться даже с этими какими-то проявлениями. Вы говорите, социум, окружение, могут люди тоже как-то очень некрасиво себя проявлять. Вы можете доверять им, а потом в какой-то момент вы понимаете, эти люди могут... Тут неприятный подарок, да, и по Луне. Что-то такое вытворить, как-то так себя проявить. Вас как будто бы отворачивает от этих людей. Вы разочарованы. И вы говорите, ну, тоже как бы родные, да. Ой, это как будто бы со всех сторон могут какие-то неприятности. Вот и в семье какой-то раздор, разбитое сердце, разбитые мечты, какие-то ожидания. Тут и в социуме это может быть рабочие взаимоотношения. Какая-то такая полоса, где вы себя ощущаете... Кто-то думает, боже мой, оставьте меня все в покое, дайте мне отдохнуть, вздохнуть полной грудью. А кто-то говорит, мне очень плохо, помогите, ну помогите. Даже не сколько помогите, не мешайте мне жить. Ну, как будто бы очень много желающих испортить вам как минимум настроение. Как палки в колеса вставить. Так, при этом характеристика на вас. Ну, тут феечка. Женщина, может, увлекается эзотерикой, психологией, чем-то таким, знаете, тут волшебство какое-то, где-то может быть слишком завышенное, даже не то, что там завышенное, а у вас свое видение мира и какие-то ожидания от, может быть, взаимоотношений. Вот вы, допустим, вкладываетесь с любовью, с нежностью, заботой, и того же ждете от тех людей, с которыми вы пытаетесь выстраивать эти коммуникации. Будь то любовная сфера, рабочие взаимоотношения с друзьями. А тут как будто бы какое-то несоответствие где-то. Вот, ну и вам от этого даже больно. Так, при этом все равно как будто вы руки вы не складываете и надеетесь. Вот карта феи, это как, ну, я в данном случае буду считывать новости. И вот эта вот карта, как будто бы ждете, что вот-вот что-то изменится в лучшую сторону. Может быть, где-то даже какие-то новые шансы у вас появятся. Шансы в том числе где-то, тут мне так хочется это прочитать, как на реализацию, может быть, раскрытие потенциала, может быть, где-то как будто бы надежда, что вы свою какую-то нишу можете занять. Вот тут вот такое свое какое-то дело у кого-то открыть. Вот тут мне так хотелось бы это считать. Но пока все по карте замок закрыто. Так, новости по поводу чего вы хотите? Интересно, что это? Ну, понятно. Новости у кого-то вы хотели бы, чтобы тут урожай собрать. Это может быть какой-то проект выстрелил, там, принес плоды. Там, если вы вкладывались в какое-то дело, вы хотите закономерно, да, хотите теперь получить доход. У кого-то это обучались чему-либо, хотите там теперь эти, может быть, знания применить на практике. Тут как будто бы вы заинтересованы в том, чтобы сейчас довести до ума или запустить, опять-таки, какое-то дело, повторюсь, какой-то проект. Вот тут такое вот. Какие-то ваши, может быть, увлечения хотели бы монетизировать. Тут якорь — это стабильность. В
принципе. Ждете новостей по поводу того, чтобы, может быть, даже подсказка какая-то будет, как вам правильно себя повести, может быть, какие двери открыть и чем там заняться, может быть. Вот такое вот. Так, еще кто-то, понятно, новостей ждет и даже не сильно, честно говоря, в это и верит, но новостей где-то все равно ждет о каком-то человеке, о котором вы сами скучаете по поводу него, там у вас какие-то мысли есть, тут эмоции по поводу него, к нему еще у вас сохранились, может быть, скучаете, да? Как-то так. Такая ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Для кого вы как магнит? Для кого вы как магнит? Кого вы притягиваете? И какие энергии вы притягиваете сейчас? Для кого вы как магнит? Кого? И какие энергии вы сейчас притягиваете? Для кого вы как магнит? Кого? И какие энергии вы сейчас притягиваете? Кого вы притягиваете? И какие энергии вы сейчас притягиваете? Так, для кого же вы как магнит? Начинаем. Кого вы притягиваете сейчас? Ой. Кого вы притягиваете? Ну вот, скорее всего, человека, с которым у вас тут, может быть, конфликт был, выяснение отношений. Повторюсь, может быть, скрылись какие-то манипуляции. Дом, домашние. У кого-то это ребенок, у кого-то это человек, с которым тут, может быть, даже человек или вас обидел, или вы его тут, так вот, как-то так вот. Ну, опять вот кого-то как большой ребенок, солнце, может, эгоистичный. Так, сейчас. Угу. Кого вы притягиваете? Ух ты! Прямо сейчас, вот на данный момент, вы можете притягивать, повторюсь, вот тут какого-то человека, с которым у кого-то это большой процент, это ваши домашние. Детки, там ваши спутники, избранники. При этом так интересно, как будто бы человек то ли пытается, может быть, было прояснение какой-то взаимоотношений, опять какой-то, мини-скандал у кого-то, не мини. При этом карта карнавал. Люди могли друг другу что-то не договаривать, или как в масках ходить, или эта маска могла быть снята, да, или озвучено было то, что там от вас или от него что-то утаивается, от этого человека. Карта слепота. Тут как будто бы повязочка на глазах, могла эта повязка опять таки спасть, да? Снять вы ее могли, вы или вам ее сняли. Но а теперь как будто бы человек этот хотел бы, карта стратегия, выстраивает эту стратегию для чего? Для того, чтобы, может быть, с вами наладить контакт, выстроить коммуникации. Скорее всего, здоровую коммуникацию, я вам хочу сказать. Так, еще кого вы притягиваете? Сейчас прямо какая-то женщина, княгиня. У кого-то это статус, положение в обществе, у кого-то это, в принципе, женщина, которая там семейная, с детками, тут уже состоявшаяся. Почему-то тут, знаете, может быть, у этой женщины, как самобичевание, она могла в свое время там как-то или себя повести, или раскаивается за какой-то свой поступок, за какие-то свои слова, может быть. Карта сова, будем так, это как уже какая-то мудрость, которая постфактум приходит, да, когда бывает ляпнешь что-нибудь такое, думаешь потом, время прошло, думаешь, кто меня за язык тянул. Так вот какой-то вот
это как урок какой-то, она уже прошла, эта женщина, карта знания, она что-то осознала. Я думаю, это в отношении вас, может быть, вашей ценности. Ну, не зря же она, вот как вы ее притягиваете, тут, скорее всего, человек о вас думает и, может быть, хотел бы с вами, опять-таки, с учетом того, что тут как осознал что-то, она осознала. Где-то даже элемент раскаяния есть, я так вижу. Человек хотел бы, может быть, с вами дальше выстраивать нормальные, тут тоже здоровые какие-то взаимоотношения. Я не могу сказать, что тут прям плохое. Так, о чем знание у нее? Ну, знание о том, что вы близкие люди, родные. Карта дерева — это прям родные совсем. Вот такое, как будто бы, может быть, роднее вас, у нее там и нет, там, может быть. И даже если это подруга, допустим, тут у многих это родственница даже какая-то, может быть. Если это подруга, то это прям тоже осознание того, что по карте дерева это, ну, чуть ли не, знаете, как моя вторая половинка в плане, в том, что ты для меня очень ценна, я не хочу тебя терять. Да, карта башня, мне страшно тебя потерять, я не хочу, чтобы ты уходила из моей жизни, пропадала из нее. Тут вот как-то так. Вот таких. Так, значит, вы притягиваете людей сейчас. Это людей. А энергии какие вы притягиваете? Энергии какие вы притягиваете? Вау. О чем это? Боже мой, девчоночки. Какие энергии? Ну, я все озвучиваю, да? Если там одно... Капец. А чем же вы-то тут так доводите людей? Если их можно людьми назвать. Ладно. Это юмор был у меня такой. Смотрите, тут карта дьявол. Тут карта алкоголь, зависть, страх, злоба. Тут еще магическая, с магической колоды карта остуда. И Скорпион еще, метафорическая карта. Ну, капец. Это что-то вообще. Сегодня такое вышло. Да чего вы все притягиваете? Давайте так. Давайте начнем сначала. Так, первая карта у меня, это карта, она считается то ли зеркало, да, то ли свою какую-то вторую половинку. Да, человек вглядывается в вас и видит как отражение свое. И при этом рядом карта дьявол, конечно. Видите, карта клевер, шансы прям выскакивает у меня. То есть энергии какие. Это что значит? О чем это? Я вам хочу сказать, к вам притягивается энергия. Тут вполне возможно какой-то мужчина, очень на это похоже. При этом по дьяволу тут есть и сексуальное влечение. Но энергии тут влюбленность, человек может залипнуть, увлечься вами. При этом как будто бы сам по себе, вот по этим картам, может себя останавливать. Даже, ну, допустим, вы понравились кому-то, да, мужчине какому-то. Но при этом мужчина понимает, что ну, ни время, ни место, или там не свободный, у вас кто-то есть, у него кто-то есть. И он пытается вот этого дьявола тут по святой воде, да, окропить, да, но оно плохо получается. Карта коса разрушается. Это, ну, тут такие карты, такие, говорящие о том, что у человека, которого вы в ближайшее время, то ли будете с ним общаться, это мужчина, скорее всего, он где-то на вас залипает, где-то интересный. И прям эти энергии, они в вашу жизнь вот летят, входят. Качельки какие-то. Тут такое и состояние тут неустойчивое. То есть вплоть до того, что даже может быть проявление какого-то мужчины, допустим, да, вы не сможете понять до конца, осознать, понять для себя, что это вообще было, да, может быть, как-то свести себя двойственно. Это из той серии, когда вот один день с вами кто-то здоровается, улыбается, на следующий день он может
слово такое же организм, да, отмораживаться и проходить мимо, да, вы думаете, что это такое вообще? Тут что-то из этой серии. У кого-то такие какие-то странные реакции могут быть. Это все объяснимо тем, что его человека просто накрывает, и он понимает, что, может быть, даже вот в моменте как-то себя так будет проявлять, и сам себя потом корить и говорить, боже мой, что за детский сад, зачем я так себя веду? Ну, вы понимаете, мы все рано или поздно, иногда, да, некоторые сталкиваемся вот с такими проявлениями. Когда мы говорим, боже мой, зачем я так поступила, где моя голова была? Ну, тут вот в отношении вас кто-то точно так же вот в ближайшее время будет себя вести. Может, как-то по-детски, может быть, как-то провокативно. При этом, вот такие же, говорю, как качели какие-то. Так, зависть. Это чья зависть? Отношения у вас. Ну, тут какая-то зависть, энергии, вам люди будут завидовать, при этом эти люди носят маски. У кого-то, давайте так, если это вы будете где-то встречаться, может быть, общаться, алкоголь будет присутствовать, аккуратней, поменьше информации. Особенно про свои проекты, карта рыбы, про свою удачу, про то, чем вы то ли планируете, то ли уже чем вы заняты, может быть, какие-то бизнес-проекты, вот тут вот такое. Так, что это страх? О чем это? Тут как будто бы даже планы особо не делитесь. Это есть в вашей жизни, оно уже присутствует. Так, страх привлекать. О чем? Ваш? Нет. Ну, не знаю. Тут странные вообще карты какие-то. Причем я уточнила, это не ваш страх. Вы привлекаете какой-то человек. Тут третьи лица, боится. Карта кольцо, несвободный. При этом вышли душевные муки. А причем тут страх, до конца не пойму. Страх, душевные муки. Ну, вот это солнышко я спросила, это ваш страх? Нет, это какие-то третьи лица. Карта, о чем это вообще? Какая-то женщина, княгиня, тяжелая ноша. Это за вас переживают? Нет, это не за вас они переживают. Тоже не вы и не из-за вас, а... Ну, в плане, знаете, тут вышла у меня княгиня, ну, я уже подумала, может, там мама, сестра за вас переживает, что у вас там в личной жизни проблемы, ей страшно. Нет, а тут карта сущность, я не могу понять. Тяжелая ноша. О чем это? Подруга. Знакомая. Нет. Рабочая. Нет. Подруга, скорее всего. Какая-то подруга, у нее ее страхи просто каким-то образом вот, ну, будут накрывать в ближайшее время. При этом, ну, если тут рядом девочки аккуратно, тут и страх, и зависть. Это может быть, ну, опять-таки, особенно если тут у вас встречи какие-то, алкогольные возлияния, то, ну, если проблемы у этой женщины в семейной жизни, тут какие-то не очень хорошие у нее времена она проживает, то тут может быть какая-то ревность, даже ревность в каком плане? Она сравнивает там свою, вашу жизнь, и почему-то ей кажется, тут ей страшно просто становится, что, может быть, у нее, допустим, никогда не будет там у кого-то семьи, или никогда уже не будет восстановления взаимоотношений. Почему-то вы тут как триггер. Вот, не знаю. Вот, ну, я спрашиваю, какие, вот, собственно, какие энергии вы притягиваете. Вот пока вот мне так идет. Вот, как-то я вас не призываю, чтобы вы тут не провоцировали. Я думаю, подруги, я не на той подруге, чтобы делиться, да. Чем не обязательно тут прям всем, значит, получается, нужно делиться. Или в моменте вы должны считать, что она вот именно в этом очень уязвлена в состоянии в каком-то. Почему-то вот тут вот семья для нее, вот это вот все тяжело и сейчас, и в личной жизни какой-то женщине. Не знаю, так, странные какие-то карты, ну, что показывают, то показывают. Так, а что злоба?
Еще притягивать какие-то энергии, прям, знаете, где в социуме. Это может быть там, ну, какое-то ваше окружение, не обязательно очень близкое. Злоба. Это в отношении вас? О чем это? Башня. О чем это вообще? Рот. Ну, давайте так, с учетом тут вот этих карт, карта Астуда и Скорпион, тут прям какие-то такие странные энергии. Опять-таки, могут быть какие-то, знаете, вот эти вот иногда скользкие какие-то шуточки непонятные, да, по поводу, может, семейного положения, ну, там вашего или кого бы то ни было, но это каким-то образом вас касается. По поводу тут взаимоотношений, смотрите, карта Всадник, Эрос, карта Род и Хитрость. Могут подколочки по поводу типа, знаете, а позволяете ли вы себе там какие-то на стороне романы. Но это все будет в каком-то таком, знаете, формате, может быть. Ну, даже не сплетни, какие-то такие вот уколы, замечания, типа похохмить, но почему-то тут вот это все как-то ну так мутно, как-то может быть по поводу вашего, и тут избранник, семья, тут стабильность, тут как бы башня, разрушение наоборот, вот этой стабильности. Я же говорю, тут между строк, и вот сочетание с вот этим Скорпионом и карта Астуда, такое впечатление, как будто бы люди, кто-то, может быть, из социума, привык самоутверждаться. Ну, тут злоба, тут, может быть, идет в сочетании с вот этим всем. Кто-то, кстати, может быть, и не особо трезвый. Этот алкоголь я могу сюда приписать. Кто-то не особо трезвый или с бадуна, да, как говорят. Карта зависть, страх. Может быть, смотрит там на вас в моменте, там что-то осознает, что у вас там семья, все у вас нормально, хорошо, а у него провал в этих каких-то сферах. Тут человек захочет как-то самоутвердиться, может быть, нагадить. Он злобный просто, очень злобный. Но тут как будто бы вот не напрямую он будет, а вот какими-то, я ж повторюсь, такими какими-то саркастическими выпадами, чуть ли не укусить, задеть, спровоцировать. Вот как-то так, нехорошо. Ну, так что аккуратней. Так, а как вам себя вести с этими нехорошими людьми, скорпионами? Так, как вам себя с ними вести? А никак, смотрите, тут карта Астуда, а тут карта тоже воздух. Вот как-то холодно, отстраненно, вообще не реагировать. Ну, из той серии, зачем же больного человека еще больше обижать? Что с него возьмешь? Ну хорошо, если вы никак не будете реагировать. Человек все равно за вами будет наблюдать. Вот ему кажется, все равно ваша жизнь вот, может быть лучше, или вам легче все дается, рыбы, удача. Тут зависть. Какое-то такое тут... Что это? Да, вот ему кажется, что у него шансов нет, а вам шансы какие-то постоянно попадают, даются высшими силами, небесами. Тут прям, ну, девочки мои хорошие, я озвучила. Ну, такие энергии в ближайшее время вот вы притягиваете. Назовем это, может быть, зависть. Может быть, у человека, который вот вам завидует, у него какие-то тяжелые времена. Может быть, страх. Страх, что у него там крах по всем фронтам в личной жизни, там, в сфере реализации. Ну вот как-то так. И тут ничего лучшего человек может ничего лучшего он не придумывает, как попытаться, может, вас укусить, задеть, где-то обесценить ваши, ну, то ли достижения, то ли обесценить там то, что в вашей жизни присутствует, там семья, близкие люди, там ваш избранник. Тут такое, вот, как будто ценности какие-то даже.
Вот его что-то тут вы можете подбешивать, выбешивать. Тут какой-то такой, ладно, хотел сказать, нехороший человек. Вам советуют вообще на него не реагировать. Или таким ледяным холодом обдать вообще. Да, как будто бы не испепелить взглядом, а наоборот заморозить. Человек все равно как будто бы остается тут, присутствует он в вашей жизни. Он как будто бы подглядывает, анализирует, завидует. Так, я даже не знаю, что спросить. В какие эротические дали конкретно его послать? Даже не знаю, что спросить. Что вам вообще делать? Я там уже видела. Заморозить его. Еще какой-то совет вам вытащу. Доступность. Выбор. Что? Совет. А еще тут какой-то совет вам, девочки. Вы, с одной стороны, слишком можете доверять людям. И тут говорят, выбирай очень тщательно. Выбирай, может быть, именно сердцем выбирай. Почему-то показано, что вы очень часто делаете почему-то выбор, то ли не тех людей, то ли не тех партнеров, как в паутину попадаете. И потом собственный ваш выбор, вы потом как делаете этот выбор, потом тщательно преодолеваете эти трудности, горы, препятствия. В темнице потом тут находитесь. И потом опять вроде бы как по паруснику ожидаете, что вновь что-то прекрасное в вашу жизнь войдет. Тут даже вам совет какой, совет в этой ситуации, которая сейчас может быть будет. Тут карта отшельник, это больше набраться мудрости, может быть, рамочки, границы четче должны быть выстроены. То есть, если будет какая-то шутка такая непонятная, да, формата, какие-то эти подколочки, которые вроде бы для кого-то не смешные, а вас это задевает. Вы не должны как будто бы это проглотить, вы не должны там в ответ улыбнуться, да, вы должны показать, что вам это неприятно, или вплоть до того, что вытаскивала карты заморозка, вплоть до того, что этого человека на время как из своей жизни показать, что я тебя вычеркиваю, я не хочу с тобой ничего общего иметь. Как будто бы на место его поставить, вот так вот. Карта отшельник — это отстраниться максимально. Вот такая у меня сегодня вышла история. Все, мои хорошие, спасибо за то, что вы со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.